Добро пожаловать! На связи CloudShade из команды Eurobeat Guys. Это новая рубрика, в которой я рассказываю и показываю стратегии идеального прохождения трасс Need for Speed World на сервере World Evolved V2. Надеюсь, будет интересно и познавательно. Перед тем, как мы начнем, немного терминологии и разъяснений. Пауэрапы или бонусы — это различные способности в Need for Speed World, которые позволяют улучшить ситуацию в гонке. На сервере World Evolved V2 есть две таблицы рекордов с бонусами и без бонусов. В данной рубрике я буду обозревать только стратегии для рекордов в категории без бонусов. Bristol and Bayshore располагается на севере Camden-Beach. Это короткий 6-километровый спринт для класса Е без трафика и столкновений. Среднее время прохождения трассы около 2 минут. Для конкурирования в этих условиях необходимо приобрести Volkswagen Scirocco и оснастить его двигателем Omnia RS Group, дающим 3% к скорости и 1% к ускорению, трансмиссией Omnia RS Group, дающей такой же прирост, а также шинами от той же корпорации, дающими 1% к управляемости. Итак, Bristol and Bayshore — это весьма несложная трасса, но на ней есть несколько важных технических участков. Лично я выделил 8. Однако это не значит, что я не расскажу о предпочтительной траектории на остальных участках. Но обо всем по порядку. Для начала предлагаю посмотреть запись моего лучшего забега, чтобы получить представление о трассе. Это не лучший забег, но очень хорошо выполненный. Я смог применить все известные мне техники и проехал по максимально хорошей траектории. Теперь можно приступить к разбору отдельных сегментов. Перед первым техническим участком все довольно просто. Получите идеальный старт и езжайте по правой стороне, избегая деревьев. Если траектория оказалась слишком широкой и вы попали на левую сторону, то сразу перестройтесь направо между деревьев и продолжайте. Первый технический участок — это зона с дампстером. От вас требуется взять более широкий угол, проехав между бочкой и дампстером. Бочку можно задеть, поскольку она не влияет на скорость, но если вы заденете дампстер, проехав слишком близко к повороту, то идеального времени не получите, потеря скорости будет слишком существенна. Далее вам нужно проехать между двух бочек, после чего начинается второй технический участок – поворот на мосту. Изначально я не придавал большого значения этому месту, проезжая по более узкой траектории, но, как оказалось, из-за этого скорость на следующем участке оказывается немного ниже. Поэтому вам нужно приноровиться и взять широкий угол, поворачивая по чуть-чуть, и при этом не врезаться в стену. Если на выходе из этого поворота скорость не упала ниже 207 км в час, то вы справились. Третий участок имеет такую же предысторию, как и второй. Я бы не стал включать его в список технических, но, увы, там легко выбрать неправильную траекторию и потерять немного в скорости. От вас требуется проехать по правой стороне до конусов, а потом войти в тоннель с середины дороги. Сам тоннель весьма прост.
Прижмитесь как можно ближе к внутренней стороне, которую очень плохо видно, объедьте желтую бочку и, выехав из него, не врежьтесь в фонарный столб. После тоннеля необходимо удерживать скорость и не врезаться в знаки на левой стороне дороги. Сложно сказать идеальную стратегию прыжков по кочкам, я все еще склонен думать, что тут играет скорее удача, чем расчет. Потом сворачивайте налево, и когда зайдете в тоннель, как можно быстрее поверните влево, чтобы уменьшить длину траектории. Неискушенный гонщик скажет, что все это очень легко воспроизвести. И действительно, допустить ошибку на первых 3 технических участках весьма тяжело, особенно если приноровиться. Но я бы не стал делать видео о простой трассе. Дальше начинается реально скилловая часть трассы. Когда я только начинал ездить на этой трассе, мне казалось, что проще вообще не соваться в деревню. Объехать ее было проще. Но если ехать в объезд, то потеря времени будет колоссальная. Поэтому я практиковал этот участок без конца. Давайте рассмотрим эти злополучные ворота. Если вы в них врежетесь, то вашему рекорду конец. Вам, наверное, кажется, что в них нет ничего страшного, и по логике вы правы. Но логика разработчиков Need for Speed World, увы, сложна и уникальна. Думаете, коллизия у этих ворот вот такая? Нет, коллизия немного шире. Из-за этого промежутка, в который вам нужно втиснуться, становится куда меньше. Ваша машина должна проехать идеально по центру, иначе будет больно и грустно. Не забываем, что так как там прыжок, то траектория должна быть идеальна, чтобы не пришлось выруливать после приземления. Сразу после этого прыжка вас ждет поиск идеальной траектории между домиками, технический участок номер 5. Тут главное не врезаться в опоры и стены. Мне особо нечего сказать, могу только показать, но знайте точно, если вы на выходе из поворота набрали 210 км в час или выше, то все идеально. И последний технический участок в деревне – вторые ворота. Сколько потенциальных мировых рекордов этот фигбой заруинил, это ужас. Просто не врежьтесь, не потеряйте концентрацию. Ворота вас не простят, если вы их заденете. 7-й технический участок – это поворот после деревни. Чтобы его правильно осуществить, нужно заехать на бордюр слева и отпустить газ в тот момент, когда машина почти с него съехала, и начать поворачивать. Траектория тут бывает разная, как повезет, но если вы сможете выехать из поворота на скорости 150 км в час или выше, то я вас поздравляю. И да, сразу после поворота не врежьтесь в маленький знак. Следующий за этим поворот проходить нужно как можно уже, имея на выходе 140 км в час. Следующий отрезок прост. Не врежьтесь в знаки и вот в этот тяжелый куст. Я не шучу, он только и выглядит безобидно. И наконец, финальный технический участок. Прыжок у дамбы. Достичь идеальной траектории тут не так просто, больше играет удача. Но суть одна. Езжайте по левой стороне, чуть-чуть притормозите перед прыжком и после прыжка выворачивайте вправо. Если на выходе скорость выше 130 км в час, то все прекрасно. Вот примеры хороших прыжков. Вот такая вот трасса. Предлагаю попробовать себя на ней и написать свои лучшие рекорды в комментариях. Однако, перед тем как вы уйдете, предлагаю глянуть нарезку ошибок на участках. Я не буду озвучивать эти ошибки, поэтому на сим раскланяюсь. Удачи и до новых встреч. Наслаждайтесь.